Всем привет, это Денис Вебер, и как я и обещал, выкладываю вторую часть видео о создании мира Super Mario Bros. 3 в 3D. В предыдущей части я рассказывал о создании первых 4 уровней игры, и если вы еще не видели ее, обязательно посмотрите прямо сейчас по подсказке в правом верхнем углу. Если первые уровни мира примерно похожи между собой, то оставшиеся сильно отличаются как в дизайне, так и в подходе к их созданию. На карте в середине своего пути Марио попадает в небольшой замок, где сражается с боссом Купой со звучным именем Бум-Бум. Сам замок выглядит достаточно стильно. Панели с шипами образуют стены, а небольшие провалы славы добавляют изысканности в дизайне. На самом деле я не представляю, как вообще Купа и другие враги живут в таком месте. Уровень 5 — это место, похожее на какое-то ледяное подземелье, в котором впервые в игре появляются жужжащие жуки или Баззи Битлз. Здесь все более безобидно. Вместо лавы вода и ледяные горки, по которым не без удовольствия съезжает главный герой. Следующий 6-й уровень чем-то похож на уровень 4, но в нем еще больше подвижных частей, которые сильно усложняют игроку жизнь. Ну и наконец, последний уровень первого мира — летающий деревянный корабль. На нем большое количество пушек самых разных калибров и босс Ларри Купа в трюме. Только сейчас задумался, почему на карте я захожу в замок, а оказываюсь на деревянном корабле посреди неба. Думаю, что у геймдизайнеров всему есть разумное объяснение. Именно про создание этих удивительных уровней я расскажу в видео прямо сейчас. Я начал с 5-го уровня. Как и всегда, скопировал карту и начал рассматривать его более подробно. В этом уровне также есть бонусная зона в самом конце с кустами, облаками и трубой. Их я просто скопировал, так как создавал точно такие же раньше. Уровень как бы состоит из двух частей. В верхней части облачка и белый лед, а в нижней что-то вроде подземелья с озерами, которое больше напоминает мне поверхность планеты в далеком космосе. Я слегка изменил уже созданную текстуру, добавив другие оттенки цветов, и расставил модельки труб по уровню. Края этих айсбергов имеют шероховатое покрытие. Уже после того, как я потратил достаточно много времени на их создание, понял, что можно было делать не точную копию узора, а использовать, например, модификатор Displacement, чтобы создать неровную поверхность, которая генерируется случайным образом. Модификаторы используются почти в каждом проекте. Мой самый любимый — это, конечно, модификатор зеркала. Вы можете просто создать одну часть, а вторую отзеркалить по разным осям. Пример, который первым приходит на ум — модели автомобилей. Время, затраченное на создание таких моделей, можно смело делить на 2, а то и на большее количество раз. Проблема с площадками была в том, что после их создания я не мог корректно расположить текстуры и сделать для них UV-развертку. И мне пришлось потратить еще несколько часов после того, как я полностью создал площадки, чтобы переделать все заново. Для текстур я просто добавил 2 разных треугольника для 2 разных фонов, а потом наложил на уже созданные площадки. Нижнюю часть я сделал точно таким же образом. Можно было оставить просто гладкую поверхность без шероховатостей, но мне показалось, что так все смотрится еще более стильно. В подземной части фон напоминает звездное небо. Я создал похожий градиент и добавил текстуру на плейн позади площадок. Создавать воду в блендере можно огромным количеством способов. Так как в моей 3D версии я не гонюсь за количеством полигонов и реалистичностью, а скорее стараюсь держаться ближе к оригиналу, я решил создать воду с помощью меша и изменения геометрии, а не, например, с помощью частиц. Я создал фигуру нужной формы и добавил модификатор Displacement Map, для которого настроил текстуру. Если в превью волны кажутся совсем угловатыми, на рендере все выглядит отлично. В итоге получилась мутная и на вид холодная вода. То, что нужно для такого места. Для жужжащих жуков я создал куб и нарисовал контур персонажа прямо по картинке из игры. Как я говорил раньше, этот способ на самом деле лучший из всех для меня. Начать с контура, а потом подогнать модель по рисункам и видеогеймплея. Мне нравится, что в таком проекте можно пофантазировать и представить, как бы выглядел тот или иной враг или часть карты в 3D. Для жука я добавил глаза, панцирь и 4 лапы, а потом раскрасил. Посмотрите, насколько реалистично для игры на Денди панцирь отражает окружение. Осталось только расставить жуков в нужные места на уровне, а других врагов, которых я создавал в прошлый раз, просто скопировать. Во времена создания Super Mario Bros. 3 на этапе
подготовки разработчики рассматривали добавление изометрической камеры. Такая камера смотрит как бы немного сверху и сбоку, но главный дизайнер Сигеру Миямото считал, что игроки потеряют чувство пространства и им будет еще труднее проходить уровни, поэтому было решено вернуться к классическому виду сбоку. Кто знает, как бы выглядела игра, если бы идея с изометрической камерой была реализована, но сейчас 3D доступна любому желающему, поэтому вы сможете посмотреть на это совсем скоро. Окружение 6-го уровня почти полностью копирует предыдущие уровни. Больше всего он напоминает мне 4-й уровень, в котором большое количество кирпичных блоков. В этот же раз большая часть состоит из деревянных блоков и движущихся панелей. Я расставил кирпичные блоки, монетки и кусты, скопировав созданные раньше модельки. А деревянные площадки слегка расширил, примерно прикинув так, чтобы Марио не свалился с них после первого неудачного прыжка. Над текстурами мне еще предстояло поработать, а пока я добавил крепления для движущихся и просто висящих деревянных блоков, которые сделал из кривых. Сами же механизмы я создал точно такой же формы, как в игре, из цилиндра и кубов. Уровень завершает бонусная зона, для которой я поменял некоторые настройки уже созданных текстур, чтобы в них остался только черный и белый цвета. Здесь нет новых врагов, поэтому я добавил пару созданных раньше куб и паракуб. Этот уровень стал почему-то одним из самых моих любимых в проекте. Может быть, дело в атмосфере подземелья и модном дизайне. Я начал с создания шипов, которые являются основой стены пола для всей локации. Чтобы показать объем и тень, разработчики просто покрасили шипы в разные оттенки серого. Я не стал ничего придумывать и повторил такую же раскраску. Тот, кто никогда не работал с 3D, мог бы подумать, что на копирование всех блоков для уровня уйдет несколько дней. Но Blender не был бы блендером, если бы его разработчики как могли не упрощали жизнь дизайнерам. Достаточно создать один блок, а потом размножить его, например, с помощью модификатора Array. Какое-то время я потратил, чтобы создать точно такие же панели, как в оригинале, и начал расставлять их в нужных местах. Но, как мне кажется, уже сейчас они выглядят просто мега круто. Даже не знаю, как назвать эти штуки. Вокруг них летают какие-то энергетические шары, которые еще больше мешают Марио прорваться к боссу замка. Для них я создал сферу, которая добавила красное свечение. Сами энергетические шары я также создал с помощью сферы, а поверх наложил нарисованную заранее текстуру и не забыл про свечение. Окна и двери замка не вызвали никаких сложностей. Для окон я добавил стекла со свечением, чтобы было ощущение, что сквозь них струится жутковатый голубой свет. Лаву я сделал из уже созданной в предыдущем уровне воды. Это в жизни воду нельзя превратить в лаву, а в блендере можно сделать все что угодно. Я поменял ей цвет, добавил свечение и расставил в нужных местах. Вторая часть замка состоит из панелей с шипами другого цвета. Для них я скопировал серые панели и раскрасил, использовав уже оттенки синего. Видимо, босс никак не хотел, чтобы Марио смог добраться до него. Иначе зачем ему строить все эти пыточные приспособления? Я добавил шипы, которые выезжают из потолка, когда Марио бежит под ними, и на этом с уровнем все. Вы когда-нибудь замечали, что весь дизайн Марио выглядит так, как будто он находится на сцене среди декораций? Панели и блоки привинчены к фону. В конце почти каждого уровня он уходит в бонусную часть, которая подозрительно напоминает кулисы. Даже в самых первых кадрах заставки поднимается занавес, чтобы представить зрителям игру. Но некоторые уровни все-таки слегка выбиваются из общего дизайна игры. В конце своего путешествия по первому миру Марио попадает на летающий корабль с огромным количеством пушек. Герой выступает тут в роли какого-то пирата, который штурмует хорошо охраняемую посудину. Корабль собран из деревянных брусков. Во всяком случае, так я это увидел. Я подумал, что нужно разнообразить конструкцию и добавить несколько слоев бревен с разным количеством в каждом из них. Сами бревна я сделал из цилиндров и обрезал до нужной длины. Кроме пушек и главного босса, других врагов на уровне нет. Пушки, которые называются в игре Bill Blaster, я сделал точно такой же формы, как и оригинал, и спустя какое-то время раскрасил, наложив металлическую текстуру. Снизу корабля находятся винты, которые позволяют ему, так сказать, оставаться на плаву. Я создал гайки из многоугольника, а резьбу, на которую они накручиваются, из цилиндра, для которого слегка изменил геометрию. Вообще, чем больше опыта я получаю при создании 3D, тем проще сделать вообще любой объект. Но иногда все-таки приходится гуглить новые способы, чтобы делать объекты еще быстрее. Резьбу замыкают модные пропеллеры, на которых по сути держится движение всего корабля. Через какое-то время я добавил пушки, которые стреляют ядрами и сами ядра. Я создавал все модельки
модельки с расчетом на анимацию, но тут уж как пойдет. Главная царь-пушка, которая стреляет сразу во все стороны, находится в верхней части корабля. Ее я сделал тоже достаточно быстро. Ох уж эти текстуры. У меня никак не получалось сделать так, чтобы оригинальные 8-битные текстуры прилично смотрелись в 3D. Даже не знаю, с чем это связано, но чтобы бревна корабля выглядели хорошо, мне пришлось потратить несколько мучительных часов. Проклиная все, я наконец доделал корабль и был этому безумно рад. И прямо сейчас я готов показать вам результат моей работы. Каждый раз, начиная проект, я искренне надеюсь, что уж сейчас не будет столько сложностей, как в прошлый раз. Но всегда появляются вещи, с которыми приходится бороться и вникать в них еще больше прежнего. Я действительно рад, что наконец закончил моделирование первого мира из Марио. И подумал, что если это видео будет вам интересно, то я сделаю подобие геймплея, чтобы посмотреть, как все созданные уровни могли бы выглядеть в настоящей игре. Обязательно пишите комментарии и ставьте лайки, если хотите увидеть такую анимацию. Так я узнаю, что это кому-то может быть интересно. Если вы когда-нибудь хотели изучать 3D, никого не слушайте и начинайте прямо сейчас. Гарантирую, что это очень увлекательно. Обязательно подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы не потерять канал Poly Road в списке подписок. И до встречи! Скоро здесь будет что-то очень крутое.